Посмотрите, какая класснейшая у нас с вами получилась картофельная лепешечка. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусные картофельные лепешки, которые вы можете подать вместо хлеба или вместо лаваша, или же как самостоятельное блюдо, потому что они очень вкусные. У меня здесь 3 отваренные картошки общим весом 550 граммов. Можно их отварить в мундире или можно очистить и нарезать на кусочки и потом отварить. Но когда вы отвариваете порезанную картошку на кусочки, то она больше впитывает воды и, соответственно, больше возьмет муки. В принципе, ничего страшного в этом нет, поэтому выбирайте тот вариант, который вам более подходит. Также, если у вас уже есть сваренная картошка или же картофельное пюре, то его можно использовать для этого рецепта. Я натираю картофель на крупной терке. Если у вас картошка отваренная кусочками, то вы можете ее просто потолочь при помощи толкушки, как мы делаем на пюре. Сюда также идеально подойдет зеленая свежая цибулька, но если нет, можно взять маленькую вот белую обычную цибульку и натереть ее на крупной терке. Картошку я отваривала в несоленой воде, поэтому я добавляю сюда сейчас чуть больше половины чайной ложки соли. Вы же смотрите, добавляйте по своему вкусу, чтобы не пересолить. Конечно же, добавляем зелень. Я возьму петрушку, вы можете взять укроп и зеленую цибульку. Сюда же добавляю петрушку, немножко черного молотого перца по вкусу. Также добавляю сюда 1 яйцо и все перемешиваю. Если хотите, можете сюда еще добавить немного сливочного масла, чтобы лепешки были более вкусными со сливочным привкусом. Постепенно добавляем муку. Количество муки может отличаться в зависимости от того, насколько водянистый картофель. Размер яйца, сочность цибульки, все влияет на то, сколько у нас с вами сейчас тесто возьмет муки. Не добавляйте слишком много, чтобы лепешки не были забитыми. Когда уже сложно вымешивать ложкой, то берем немножко муки и вымешиваем руками. Уже удобнее перемешивать на поверхности, вымешивать тесто. Посыпаем мукой, перекладываем наше замечательное, такое красивое, желтенькое, очень ароматное и вкусное картофельное тесто. Вымешиваем просто пока оно объединится. Если вы долго его вымешиваете, оно начинает потихоньку прилипать к рукам, поэтому старайтесь муку больше не добавлять, а просто можно воспользоваться шпателем кулинарным. Я добавила где-то 4-5 столовых ложек муки, но вы ориентируйтесь по своему тесту. Также понадобится немного муки для работы с тестом, для раскатывания лепешек. Нарезаем на отдельные лепешки. Размер вы можете делать абсолютно любым, можно делать чуть больше, лепешки можно меньше. 6, 7, 8, 9 получится. Каждую лепешку округляем, руки при этом вот так вот обмакиваем в муке, чтобы у вас тесто не прилипало, потому что оно внутри очень нежное. Я специально не добавляла слишком много муки, но теперь при работе с этим тестом мне нужно постоянно обмакивать руки в муку. Берем одну лепешку, хорошо ее вот так вот посыпаем мукой со всех сторон и начинаем раскатывать. Если вы видите, что лепешка у вас прям рвется при раскатке, то придется вам добавить еще немножко муки в само тесто. Вы можете прям так и сделать, добавить, снова вымешать вот эту маленькую лепешечку и уже тогда начинать раскатывать. Если липнет, как у меня, то тоже посыпаем мукой, чтобы не прилипало. Раскатываем лепешку по диаметру сковородки. У меня где-то внутренний диаметр 20 сантиметров. Теперь можно перенести при помощи скалки. Или можно не так тонко раскатывать, тогда вы сможете вручную без проблем перенести и выложить на хорошо разогретую сковородку. Можно обжаривать на растительном масле или на сливочном, или же на сухой сковородке, как это делаю я. Если вы видите, что есть какая-то малюсенькая дырочка, вы просто ее пальчиком слепили и все. Обжариваем до румяности с каждой стороны. Подрумянили с одной стороны и переворачиваем на другую. Держим до такого же цвета, чтобы они у нас были красивые и румяные. Готовую лепешку перекладываем на блюдо. И также сверху смазываем ее сливочным маслом. Можно это делать с обеих сторон, а можно только с одной, потому что с другой стороны она пропитается от предыдущей лепешки, чтобы было чуть менее жирно.
Посмотрите, какие классные лепешки. Они получаются вот такие эластичные, если их смазывать сливочным маслом. Если не смазывать сливочным маслом, то они будут более такими хрустящими. Как вам хочется, так и делайте. Посмотрите, как классно. Слишком тонко я не раскатываю, потому что тогда они начинают рваться. Из-за того, что здесь есть цибулька и тоже картошку я натирала на крупной терке. Но в принципе они и так достаточно. Посмотрите, какие тоненькие и очень эластичные. Посмотрите, какая класснейшая у нас с вами получилась картофельная лепешечка. Вот такое тесто тончайшее внутри и очень ароматное. Ну что ж, давайте попробуем. Вот посмотрите, какая она красивая. Очень вкусно, просто. Получаются ароматнейшие лепешки из картофельного теста с цибулькой и зеленью. Обязательно попробуйте, это отличная альтернатива хлебу или же лавашу на каждый день. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.